Всем здравствуйте! С вами Максим, разработчик Stitch Paradise. В этом видео я расскажу о возможности конвертера PDF файлов. Он нужен в том случае, когда автор схемы предоставляет электронный вариант только в формате PDF. Конвертация из такого формата – это непростой процесс, и надо пройти ряд шагов, чтобы получить правильный результат. Начинается все с открытия файла. Вы можете открыть PDF файл из другого приложения с помощью Paradise или из браузера схем самого Paradise. Я записываю на эмуляторе, поэтому в приложении Media Manager импортировал нужные файлы, и сейчас найду их в браузере. Выбранный файл открывается в интерфейсе конвертера. Начинается все с настроек страниц. Для этого файла настройки определились автоматически под шаблон Pattern Maker. На данный момент программа может автоматически определить настройки для схем от Hyatt, Artesi, ST, Golden Kite, Tilt & Craft, Charting Creation, Cross.ru, 7 слоников и для PDF файлов из Pattern Maker. Если автоматических настроек нет, либо они определились неверно, вам надо правильно указать номера страниц непосредственно с нужной частью схемы и страниц с кодами цветов к символам. Самое главное, ничего не будет работать, если на страницах нет информации о символах. Такое может быть, если на страницах схема представлена сканами, или изначальный PDF-файл был пересохранен еще раз, но в виде изображений. Это косвенно можно определить по размеру PDF-файла. Если он больше нескольких мегабайт, то велика вероятность, что он состоит из картинок. Чтобы убедиться, что символы есть, а также что есть линии сетки, по которым они будут базироваться, откроем превью страницы с отладочной информацией. На этой странице мы видим, что по линиям сетки определился размер 52 на 73 клетки. На странице найдено 1507 символов и 0 изображений. Каждый символ обведен кружком. По нему можно понять, где будет центр символа, по которому будут определены координаты этого символа на сетке. В случае со страницей палитры нужно увидеть, что здесь символы также определяются, и за символами идет текстовый код цвета. На превью страниц с перехлестом можно определить размер этого перехлеста. Обычно это серая зона с краю. Стандартно в Pattern Maker она составляет 3 клетки, но в других PDF файлах может быть и 2, и 5, или вообще не быть перехлеста. Последний важный пункт здесь – количество страниц по горизонтали. То, через сколько страниц нужно перейти вниз для продолжения схемы. По умолчанию стоит настройка авто. Она проверяет, когда изменится ширина схемы на странице. Обычно в конце ряда часть схемы чуть короче, и это для нее является признаком перехода. Если ширина схемы на каждой странице одинакова, или схема всего в одну страницу по ширине и несколько по высоте, нужно снять галочку «Авто» и указать количество страниц вручную. Для этого файла я могу вручную указать 2 страницы, и результат не изменится. Нажимаем «Далее» и переходим на вкладку «Настройки». Так как существует огромное количество разнообразных производителей схем, то и видов PDF от них такое же многообразие. Чтобы конвертер работал с большим вариантом файлов, необходима большая гибкость в настройках. От комбинации этих настроек зависит то, получится ли итоговая схема или не получится вообще ничего. Начинается все с настроек цветов. Опцию бленды надо включить тогда, когда на страницах палитры действительно есть бленды. Часто они указываются как 2 кода цвета друг за другом в одной строке. При включении этой опции любой второй код цвета за найденным символом в строке будет добавляться как бленд. Вот эти опции надо включать тогда, когда коды цвета находятся на разных строках. Например, так делает Pattern Maker. В его PDF-файлах первый код бленда для символа находится в предыдущей строке. В других файлах с блендами на разных строках может понадобиться другая комбинация этих настроек. Выбор палитры схемы указывает, из какого набора кодов идет поиск на страницах палитры. Если палитра PDF с номерами цветов Anchor, а вы указали DMC, то часть цветов с совпадающими кодами будут не те, а другая часть вообще не будет найдена. Опцию «Использовать коды символов» надо отключить тогда, когда символы на странице палитры есть, но цвета все равно не определяются или определяются лишь частично. При отключении используется другой алгоритм сравнения символов. Обычно ее приходится отключать на авторских схемах. DMC 032 – это крейник 032. Такой встречается в схемах Hyatt. DMC 32 – это синий цвет, а крейник 032 – это металлизированный белый. Игнорировать код white используется, когда этого кода white в палитре нет, но он встречается в названиях цветов и случайно добавляется в бленд. Игнорировать двузначные коды цвета. Бывает такое,
что в палитре двузначными числами обозначаются какие-то другие номера, а не коды цвета. Тогда некий номер 10 после символа будет определен как DMC10. Раздел опций определений видов стежков. Определение полукрестов по двум одинаковым символам в клетке. Так в схемах делает Pattern Maker. Определение диагональных стежков. Определяются как символ меньшего размера, находящийся ближе к одному из углов клетки. Определять backstitch. Все линии на странице будут добавлены как backstitch в итоговую схему. Туда могут попасть и линии сетки, и разные векторные элементы, и разделители диагональных стежков. Чтобы как-то очистить лишнее, есть две опции. Фильтрация линий сетки. Если будут только вертикальные и горизонтальные линии в этом цвете, он будет удален. Фильтрация маленьких диагональных линий. Дополнительно к вертикальным и горизонтальным будут учитываться диагональные линии, обычно разделяющие клетку на два символа. Обе эти фильтрации могут стереть и настоящий backstitch, поэтому надо смотреть результат. Если чего-то не хватает, то отключать их. Дополнительные настройки. Сложно описать, что делают эти настройки и когда они могут быть использованы, но для каких-то единичных PDF-файлов мне пришлось их создать. Игнорировать значения в скобках. Было добавлено для схем с блендами с Cross.ru, где в скобках указано количество стежков, которое иногда совпадало с кодом цвета. Поиск цветных прямоугольников вместо символов. Было добавлено для больших схем с покемонами с сайта Lord Lebedan. После настроек можно переходить к обработке. Этот процесс может занять длительное время, если страниц очень много. В результате вы получите или какую-то схему, или сообщение об ошибке. Чаще всего ошибки связаны с тем, что неверно указаны страницы или на страницах нет символов. Давайте посмотрим на результат. Видно, что цвета DMC определились. Цвета Анкор, Гамма и Пинка, соответственно, нет. Если переключиться на палитру Анкор, тогда у нас определятся цвета во второй группе, но остальная схема будет с неправильными цветами. Также видно, что есть полукресты, но нет четвертей и бэкстича. Включим их в настройках конвертации. С виду весь backstitch на месте. Отсутствуют французские узелки, но их конвертер еще не умеет определять. Справа находится карусель с палитрой схемы. При выборе цвета он подсвечивается в превью, а также появляются опции удаления цвета и конвертации типа стежка. Из-за того, что не было включено игнорирование кода white, появился бленд, blank и white. Давайте посмотрим, что это за цвет в палитре и включим эту опцию, если нужно. Здесь бленда нет, white тут лишний. Это также можно было бы исправить в редакторе палитры уже после сохранения. В итоговой схеме слишком много цветов бэкстичей. Давайте просмотрим их все с конца. И сразу мы видим 12 стежков в форме стрелок. Эти стрелки находятся на странице, указывая центр схемы. Их можно удалить. Это основной цвет. Потом в редакторе палитры можно будет указать ему номер DMC 826. Сейчас это generic с цветом, который был указан для этих линий в PDF файле. Обводка яблока, листа, ветки. Тут все правильно. Вот этот цвет повторяет тот, который уже был. Это происходит от того, что в этом месте проходит серая граница перехлеста. Получается дублирование стежков другим цветом. Нужно удалить. Еще одно дублирование. Рамка уже была целиком. Когда удалили лишние бэкстичи, нажимаем «Сохранить» и получаем вполне неплохой результат. Если у вас еще нет Pro-версии, то в этот момент вы получите сообщение о том, что сохранить результат можно только с Pro. Это сделано для того, чтобы вы могли попробовать возможности конвертера до покупки Pro функций.
Уже в интерфейсе вышивания в редакторе палитры можно указать коды цвета для бэкстича и тех цветов, которые не были опознаны конвертером. Также можно указать нужное сложение нитей. Для примера сделаем еще одну схему с разрешения дизайнера Александры Шабашевой. Так как это авторская схема, тут все настройки делаем вручную. Первая у нас страница с картинкой. Здесь можно увидеть, как в режиме отладки выделяются изображения на странице. Если вы увидели такое на странице со схемой, то такой файл не подойдет для конвертации. Это у нас первая страница схемы, а это последняя схема. Начало палитры. Одна страница. Перехлёст нулевой. Так как в палитре есть бленды, включаем эту опцию. Включаем бэкстич и 3/4 креста. Видим, что автоперенос не сработал. Указываем вручную 2 страницы. Проверяем бэкстич и удаляем лишний. Предположим, что в этой схеме фон нужно было вышивать полукрестами. Меняем тип значков цветам фона. Надеюсь, вам стало понятнее, как работать с конвертером. Ваши вопросы вы можете задавать в группе приложения ВКонтакте. Далее я конвертирую еще несколько файлов с комментариями в проблемных местах. Указываем ширину схемы в 1 страницу. Запоминаем, что у красного сложение в 2 нити, а у синего в 1. Настраиваем цвета и сложение нитей через редактор палитры. Вот это пример страницы палитры, которую невозможно будет распознать. Тут вместо символов схемы картинки символов. Для такого PDF надо будет потом вручную указывать всем цветам коды. При этом надо проверить, что распознанные символы совпадают с теми, которые используются в PDF-схеме. Символы в PDF и итоговой схеме совпадают, значит можно будет смотреть на странице палитры и вручную редактировать цвета в схеме.